Привет, ты на канале Streambrl, сразу поставь лайк за Сайтаму, и это закупочно-информационный выпуск. Сегодня я расскажу тебе про две посылки с Амазона, с великобританского Амазона и с американского Амазона. Расскажу, что ко мне приехало в начале этого года, хотя заказы я делал еще в том году, и расскажу, какие проблемы возникли при заказе. Как ты видишь, игры на столе распакованные, потому что заказывал я совместно с другом, делали мы совместный заказ, он делал заказ на себя, потому что в этот момент я находился за рубежом. Вот, ему эти игры приехали, он, соответственно, мне принес те, которые заказывал я, и также принес одну игру, которую он заказывал себе, но потом я у него ее выкупил. Что же ко мне приехало? Давайте начну сначала с европейского Амазона, так как приехало целых 3 игры с него. Начну с игры, которая называется Road to Guangdong. Это инди-проект, выпущенный на картридже. Игра вышла в 2020 году на Nintendo Switch. Она такая весьма забагованная, но тем не менее интересная по своей механике. То есть это такой симулятор езды, где вы ездите по городкам, общаетесь с людьми, собираете различные рецепты приготовления. Трейлер здесь вот увидите игры и геймплей. В принципе, она стилистически очень классная, но баги здесь присутствуют. Зачем я взял эту игру? Затем, что она стоила всего там 900 рублей, 1100 рублей с учетом доставки, и у нее достаточно хорошее наполнение. Эту игру, как видно, я уже распаковал, но то, что внутри, расскажу в отдельном ролике. Забыл сказать, что игра на русском языке и только на одного игрока. Pro Controller в ней поддерживается. Из новинок взял еще игру Greek Memories of Azure. В принципе, можно было найти ее и в России, но я не нашел, поэтому заказал за рубежом. Вышла она мне всего в 20 фунтов. С учетом доставки получилось где-то 200-2200. Вот игра на русском языке. По стилистике очень похожа на Hollow Knight. Здесь такая рисованная от руки графика, проработаны хорошо персонажи, анимация. Игра представляет из себя Metroidvania, где вы переключаетесь между 3 персонажами и проходите различного рода уровни, решая головоломки. Вот игра только на одного человека, и онлайна нет, Pro Controller поддерживается. И еще одна игра от издателя Team 17. Эти игры наверняка всем уже знакомы. Сборник этот вышел в начале, по-моему, 2021 года, может быть, в середине. И представляет из себя наборы из игр Overcooked Special Edition и Overcooked 2. У меня, как, по-моему, был ролик на канале с обзором этой игры, или не было, я уже не помню, если честно. Вот, но игра представляет из себя такой симулятор готовки. Это командная игра. Одному, конечно, интересно играть в нее, но лучше играть вдвоем с друзьями, а лучше вчетвером. То есть это игра, которая может разрушить вашу семью, если вы играете с женой либо с мужем, поэтому будьте осторожнее. Эта игра требует командной работы и слаженной командной работы. Как я уже сказал, игра от 1-4 человек на одной консоли. Также есть мультиплеер онлайн. Игра, к сожалению, на английском языке, только на русском ее не было. По стоимости, так же как и игра Greek, стоила она 200-2200 с учетом доставки. И игра, которую я забыл изначально положить на стол, которая лежала у меня на полке, это игра Team Sonic Racing Anniversary Edition. В 2021 году Сонику исполнилось 30 лет, почти как мне, вот, и Sega решил выпустить вот такое вот издание. Оно по формату такое же, как Sonic Mania Plus, и внутри у него артбук. Игра эта представляет собой рейсинг, наподобие там Mario Kart Racing, либо Crash Team Racing. В общем, очень интересно. Я в эту игру играл еще на Wii U, и вот сейчас на Switch себе тоже приобрел в таком вот издании, чтобы рядом с Sonic Mania Plus они вместе стояли. Вот, игра на мультиплеер рассчитана, от 1 до 4 человек можно играть на одной консоли, поддержка онлайн и игра на русском языке. Про хорошие игры поговорили, теперь поговорим про плохие доставки. К сожалению, Amazon европейский в этот раз тоже накосячил очень жестко. Мы заказывали вместе с ним 2 игры Greek, и одна пришла битая, разбитая. Вот. И также Sonic Team Racing был весьма помят вот здесь вот. К сожалению, камера, скорее всего, не передаст это, но есть мягкая такая замятость. Может быть, фото я вставлю, видеоролик где-то здесь, когда найду. В общем, тоже было побито все это дело. И кроме доставки из Амазона европейского, Станислав делал доставку с Амазона американского. Ему пришла игра Akiba Strip Hellbound and the Brief. Anniversary Edition, приуроченная к 10-летию игры. И вот она пришла в таком вот разбитом, просто жестко виде.
Такое ощущение, что на ней прыгали. Хотя он говорит, что упаковка была вообще не повреждена, в которой это все дело транспортировали. То есть, скорее всего, Amazon просто взял и положил брак, но кто их знает, этих амазончиков, что они там вообще кладут и как у них на складе все это дело хранится. В общем, пришла эта игра в таком вот виде у него. Так как он коллекционер, естественно, ему это не особо понравилось, я предложил у него ее купить. Про это издание я расскажу подробнее, но покажу еще, что внутри был картридж, да, и он тоже как-то повредился. Представляете, да, насколько нужно на складе плохо хранить, чтобы вот так вот в таком вот виде все дело отправлять. Причем, еще раз повторюсь, внешняя упаковка, в которой транспортировали все и доставляли, была надлежащего качества, не побитая, не крашеная. Про игру Akiba Strip скажу, что это проект, в который я не играл. Они выходили, эти игры, на PSP и на PS Vita, их было много частей. Вот, я решил взять собственно, Switch, потому что издатель Marvelous, а Marvelous издатель я люблю, вот, и буду в игру эту играть. Какой-то жанр присвоить игре мне сложно, потому что, судя даже по геймплею, я не понял, что это за игра. Это какой-то, может быть, экшен-адвенчур со смесью RPG, визуальной новеллы, какие-то драки, вампиры, школьницы, вайфу. В общем, много всего интересного, прикольного. Стоит поиграть фанатам этой игры и таких жанров. В общем и целом, на сегодня у меня все. Рассказал про 5 игр, которые я закупил совсем недавно, которые закупил еще в декабре 2021 года, и приехали они ко мне в январе 2022 года. Еще раз хочу напомнить, если вы хотите закупать игры дешевле, объединяйтесь с единомышленниками и делать совместные закупки. Я на этом с тобой прощаюсь. Пока и до новых встреч.